Тварный мир существует для соединения с нетварным Богом, для построения богочеловеческого Царства Христова. Творение – это человеческий мир, его образом является невеста. Соответственно, Христос – это небесный жених. Цель истории мира – осуществление брака Святой Вселенской Церкви с небесным ее женихом. Эта задача осуществляется всегда, то есть как в настоящее время, так и во все времена новозаветной повседневности. Церковь всегда сочетается со Христом на богослужениях, в домашней молитве, в молитвах нашего собора. Все это является бракосочетанием невесты со Христом. И в конечном итоге произойдет главная свадьба вселенского масштаба в период мессианского царства. Вот в чем заключается суть проекта Бога, как на локальном сиюминутном уровне, так и в масштабах всего бытия. Образ бракосочетания – это концепция проекта Бога, изложенная в формате притчи. Однако за ярким поэтическим фасадом находится внутренний двор, где отношения между человечеством и Богом осуществляются уже на духовно-практическом уровне. Здесь пространство измеряется научно-богословскими критериями, в основах которых лежит язык времени. И если мы не владеем данным протоколом связи, то, собственно, никакого бракосочетания произойти не может. Если у невесты с женихом нет средства общения, то до свадьбы дело никак не дойдет. Поэтому современное христианство находится в состоянии старой девы. Вместо того, чтобы штурмовать небо, современная церковь всю жизнь сидит на земле и ждет явления принца на белом коне. В данное состояние церковь введена искусственным образом. И сделали это хитрые иудеи. И они при каждой возможности всячески обыгрывают этот момент. Допустим, в фильме «Алиса в стране чудес» церковь показана конкретно в образе старой девы, выжившей из ума. Тетя Имогена, кажется, я схожу с ума. Мне везде мерещится кролик в камзоле. Ей-богу, не до зверушек в старомодных костюмах. Мой жених все не вернется. У вас есть жених? Смотрите, вы его видели? Он принц. Мне нельзя идти с ним под венец. Женится, прощай, корона. Трагично, правда? Весьма. Аналогичный образ мы можем посмотреть в фильме про козлиное мироздание. Правда, тут совсем все плохо. Все сроки вышли, старое дело совсем превратилось в никуда не годную старуху. И она окончательно утратила возможность родить какой-либо плод. Если невеста не имеет возможности для общения со своим законным женихом, то ее легко сманить на сторону. Также излюбленный масонами сюжет сбежавшей невесты – это как раз история расхристанного человечества, история невесты Христовой, сбежавшей из-под венца. Алиса припускается за кроликом в масонском камзоле и с часиками в лапках. Прости, все так неожиданно. Я должна... отойти и обдумать.
системе масонского символизма обозначает учителя-катехизатора. Часы – это язык времени, язык Бога Слова. И это главное сокровище христианской церкви оказалось в руках лютых богопротивников. И теперь невеста с головой бросается во все тяжкие. Ей больше нет никакого дела до великого и вечного. Теперь ее жизнь состоит из мишуры мелких забот, из беготни за разными эфемерными целями. Она желает слушать теперь лишь обольстительные речи великих комбинаторов. Она полностью утратила христианскую волю, потеряла ум, стала легко управляемой, превратилась фактически в зомби. Вот таким образом человечество и провалилось в матрицу зазеркалья через отзеркаленный язык времени. И теперь нас окружают миллиарды зомбированных существ, не имеющих ни малейшего представления о богоподобном потенциале человеческой природы. И мне интересно знать божественный язык времени. У них все перевернуто. Познание тайн Христовых они считают грехом, самой высшей формой прелести. Они пребывают совершенно в ином пространстве и измеряют свое бытие микроскопическими категориями потребительской цивилизации. Им не интересны масштабные и великие дары, уготованные Богом. Они не способны их вместить. Их разум уснул. Они мертвы. Язык времени позволяет сбросить ходунки метафоры и притч и перейти от молочной пищи ко взрослой. Христова невеста и небесный жених обретают конкретные очертания, если эти метафоры перевести в формат веков. Жених – это нетварный троический свет, это энергия Бога, находящаяся в состоянии вечного покоя, в состоянии единого целостного бытия. Данная область находится на высоте Сиона. Гора Сион имеет как бы две вершины на самом деле. На одной вершине находится храм Бога, а на другой Скиния. Скиния – это переносной походный храм-времянка. Скиния относится к нашему бытию, находящемуся в состоянии собирания веков в целое, в состоянии похода. Данное бытие и является невестой. Все века собираются в единый целостный век в области Скиния. Именно здесь, кстати, и расположен Эдем. Именно отсюда Адам и Ева вывалились в область раздробленного времени, в область веки веков. И теперь, чтобы нам стать невестой Христовой, нам нужно взобраться на Сион и вселиться в Скинию. Небесный жених обитает на второй горе, где находится храм и престол Бога. Он живет здесь всегда и ждет, когда невеста дорастет до 7-го дня. Если смотреть на вторую вершину с точки зрения нашего времени, то в данной области никого из рода человеческого еще не было, еще никто здесь не обитал. Потому что данной горой является нетварный троический свет. Созревание невесты происходит через прославление имени Бога. Имя Божие прославляется через победы святого народа. Поэтому наша задача – победить весь мир целиком и славу этой победы отдать Богу. Вот тогда вся слава мироздания
будет целиком собрана на высоте Господней горы. И соберется она конкретно внутри скинии. И когда человечество всю славу целиком отдаст Богу, вот тогда оно сможет и войти, собственно, в эту скинию. И тем самым невеста Христова окажется готова к браку с ее возлюбленным невестным женихом. И вот тогда и начнется брачный пир, начнется период мессианской трапезы в силе. Невеста – это энергия тварного бытия. Это веки, собирающиеся в целое на протяжении истории человечества. Нам необходимо дорасти до уровня вечности, до высоты обитания Бога. Тогда мы попадем на брачный пир. Он происходит на уровне 7-8 дня. Это период мессианского царства, период мессианской трапезы. Однако, мессианская свадьба – это только пир и как бы церемония бракосочетания. Непосредственно брачные отношения невесты Христовой с ее возлюбленным невестным женихом произойдут не на свадьбе, не на 7 уровне. Все главное произойдет в 8-й день. Это уже после конца света, когда святое Богочеловечество удалится в вечные покои. Вот такая система. Все полностью подобно обычным человеческим отношениям. Период ухаживания, свадьба и потом уже, собственно, брак. До 6-7 дня человеческий род находится в состоянии малолетней девочки, питающейся словесным молоком. Это период закона и ветхозаветных заповедей. Его проходит не только древний богоизбранный народ, но и каждая душа, идущая по пути духовного созревания. Линию преполовения первой пересекает избранная Богом пречистая отроковица Мария, и человечество вновь обретает язык времени и входит в новозаветный мир целостных категорий. Данная область находится выше черты МЛРБ, место лобное рай-бесть, и проникаем мы сюда посредством соборного покрова Пресвятой Богородицы. В системе мироздания Богородица является локализованным новозаветным пространством. Церковь, как таковая, существует только внутри данной области. Только здесь существует необходимая среда, позволяющая восстановить живое общение с Богом. И далее начинается как бы период ухаживания жениха за своей возлюбленной. Это период юношеского созревания, длящийся от отроков и до отцов. На этом этапе происходит познание проекта Бога. После того, как мы въехали в тему Бога, после того, как наш ум воссел в зале престолов, начинается путь преображения природы человека. Он также имеет 7 шагов, 7 ступеней. Это путь уже реальной святости. И поднявшись вновь по 7 ступеням, мы достигаем богоподобия. То есть оказываемся в царстве Бога уже не просто умом, а преображенным телом. И все законы этого мира нам становятся, в общем-то, нипочем. Данный порядок духовного развития характерен не только для души, но и для всего мироздания. Так как мироздание само по себе является моделью человека, оно поэтому созревает аналогичным образом. Только здесь все процессы протекают в соборно-ипостасной форме, и они получают масштабы исторических событий. Таким образом,
Мессианский брачный пир имеет две степени восхождения и три этапа осуществления. Первая степень восхождения – это познание проекта Бога. Вторая степень – преображение природы, то есть вселение в горние обители всей человеческой природы, а не только умом. На первом этапе исход в проект Бога осуществляется внутри небольших соборов. Одной из первых групп были 12 учеников Христа. Также и наш проект является аналогом первых новозаветных подснежников. На втором этапе проповедь из локальных соборных пространств выливается вовне. И теперь исход в проект Бога осуществляется уже в масштабах народа. Третий этап происходит уже в масштабах мироздания. Это когда бытие переваливает за черту преполовения, и все, что не успеет вместить в себя проект Бога, отсекается, как отработанная ступень ракеты. Вот тогда определенная часть человечества полностью освободится от энергетики распада. Она вознесется на высоту скинии, и здесь и начнется брачный пир, уже во всей своей полноте. Мессианская трапеза – это не только праздник, но и осуществление миссии суда, возмездия, проповеди и спасения. Армия святых под предводительством Спасителя будет производить зачистку земли от системы первого зверя, будет осуществлять последнюю вселенскую проповедь и будет продолжать спасать. На период судного дня связь земли с небесным царством исхода будет отрезана. Однако после зачистки путь в горний мир вновь восстановится. Правда, пережить судный день удастся меньшинству. И тогда многие народы возьмут ноги в руки, кто на чем, всеми силами и средствами, любыми возможностями, кто пешком, кто ползком, но будут карабкаться к престолу Бога. Со всех краев земли потекут народы на поклонение Царю Славы. Итак, Господь создал два бытия. Одно бытие имеет высоту в 7 дней и состоит из раздробленного времени, собирающегося на высоте Сиона в целостный век. Данное бытие является невестой. Здесь находится скиния. Формула скинии – веки веком. Второе бытие имеет высоту в 8 дней. Это жених. Здесь все как положено. Жених выше невесты на голову. Бытие жениха состоит из целостного, нетварного света. Данный свет никогда не был раздроблен. Это целостное вино, силы и славы Божией. Поэтому в данной области никого из человеков еще не было. Это область храма Бога и его престола. Формула престола – век веком. Поэтому, чтобы невеста могла войти в брачные чертоги, в брачные отношения с женихом, ей необходимо дорасти до состояния целостного времени. Необходимо собрать все века в один целостный век. Вот тогда и начнется главное веселье. К настоящему времени мы завершаем прохождение пути познания. Наш ум уже укоренился в скинии. Следующим этапом запускается сценарий 7 внешних сил Бога. Данная энергия действует уже на внешнем уровне. Это сила реальной святости, чудес и славных исторических событий. Это с одной стороны. А с другой это сила мистического возмездия.
Так что впереди нас ждут весьма интересные события.